священной библиотеке нашего училища, обнаружил какой-то старый комсомольский журнал с переводной статьей Дони зе Панка. Вот. Ну, эстетика панка от А до Я. Вот. Со всеми перечислениями о самоиздате, о DIY. И уже после окончания училища, вот, обчитавшись всей этой литературой, ну, и узнав, что у нас, оказывается, и свой журнал выходил в Могилеве, еще, так сказать, задолго до того, журнал «Окорок», вот, который издавал Юрий Романов. Вот, он считается, в принципе, пионером самоиздата у нас, такого, как бы, связанного с рок-музыкой. Вот. Значит, я решил, что неплохо бы и нам что-то такое сделать. Тем более, что такого самоиздата, ну, каким я себе представлял его, ну, касающийся панка, хардкор-сцены, у нас не было. И среди российских журналов я не видел ничего подобного. Первый номер вышел в 94 году. Это было 16... Нет, это был конец сентября. Вот, а 16 октября меня забрали в армию. Вот, то есть это было такое посвящение. Ну, я как Бодров, в общем-то, в армии был писарем. Вот. И у меня было очень много свободного времени. Как-то служба меня не напрягала. Вот, и поэтому я мог спокойно продолжать выпускать этот журнал, и он изменил название. То есть он раньше, то есть первый номер назывался «Эй», вот, как возглас восклицания, а второй стал называться «Выгребная яма». Ну, первый это был «Крик души», вот, а «Выгребная яма», в общем-то, ну, такой своеобразный концепт. То есть просто я заставлял всех своих друзей, знакомых выкладывать, так сказать, на стол то, что они прятали под сукном. Вот. По сути, это выгребная яма, то есть мы постоянно что-то выгребали. Трагическое обстоятельство привело к смерти выгребного кошмара. То есть весь материал, собранный для 5-го номера, был по сути потерян. То есть я работал в одной конторе, вот, и уйдя оттуда, просто мне не удалось забрать его, ну еще очень много журналов, которые я перетащил туда, потому что я там по ночам, так сказать, над этим корпел. Вот. Да. Ну и как-то вот так руки у меня слегка приопустились. Вот. Тем более, что тут как бы вот стало постепенно поднимать голову панк-хардкор Гидра такая вот. Ну, точнее, как-то вот начало появляться что-то вроде Кенгуру. Ну, Стас Пачалов сделал. Вот. Опять же, в России стали появляться какие-то фанзины. Польская литература стала приходить сюда. Да. В общем-то, я понял, что, возможно, было бы уместно сделать что-то, ну, может быть, более серьезно. И я начал собирать материал на Вестхам. Вот. Опять же, в общем-то, может быть, вследствие моего раздолбоизма. Вот. А может быть, еще по другим причинам. Мне не удалось собрать, так сказать, фундаментальный материал и сделать номер полностью авторским. Но вообще-то, наверное, попытка была, так сказать, первая хорошая. Вот. То есть он был набит переводными материалами, касающимися в той или иной степени стратегии, либо как бы, ну, связанными с какими-то, так сказать, экологическими, там, социальными проблемами. Но на самом деле это с нынешней точки зрения можно рассматривать это как такие школьные потуги. То есть если бы второй номер был, он был бы серьезнее намного. Он бы собирал материал на второй, и все грозился, а потом что-то у меня же параллельно было еще одно увлечение. То есть я занимался и занимаюсь перформансом. Вот. То есть, ну, как бы, такое шло распыление и там, и в панк-сцене, как бы, да, вот, туда-сюда. И до какого-то момента было легко. Вот. Но где-то вот в начале 2000-х, в общем-то, как бы меня перформанс и искусство все-таки, так сказать, как Синза, как Козлевича, так сказать, охмурили, и
Да, так сказать, увлекли больше. И поэтому постепенно актуальность, наверное, этого вопроса ушла на второй план, тем более, что зинов стало очень много выходить. То есть каждый в тот момент считал своим долгом. То есть каждый человек в сцене, игравший в группе там или где-то, ну, в принципе, наверное, так получалось, считал своим долгом сделать еще и журнал. Количество зинов росло, а качество падало, потому что паразитировать на тот момент такой маленькой священной корове сцене, да, ну, вообще-то, и находить что-то новое, ну, было просто невозможно. Поэтому зины перепечатывали друг у друга, вот, со все большим количеством ошибок. И потом как-то, по-моему, волна пошла на спад. Вот. То ли от того, что все наелись этим, то ли, кстати, вот может быть по этой причине, что как бы такое качество никого не устраивало, а что-то новое выдумать, в общем-то, как бы давалось немногим. Ну, потому что мы тогда увлекались, открыли для себя там стратегии, в общем, как бы там трезвость, хардкор, ну, или про жесткости. Как раз мы учились на первых курсах технических университетах, у нас были курсы по всяким там сопротивлению материалов, механики, в общем, и этот термин как-то наложился там вот на термин стратегии, в общем, вот так вот получилось. Мне кажется просто, что мы были там квинтэссенцией там вот всего того, что тогда было, притом в очень таком как бы сжатом формате, то есть все очень кратко, не то, что там по пунктам делать то, но мы как-то собирали и, ну, получалось в нужное время, в нужном месте, и как бы вот, ну, это давало людям какие-то, ну, направления, те, которые, в общем, по которым мы шли, ну, и как выяснилось, много людей, в общем, шли в том же направлении. Ну, не то, что ты там сделал журнал, как бы, ну и все, ты там, знаешь, как киоск его сдал, он продался и все. То есть, ну, тут как бы большая, ну, лично для меня был большой вопрос в том, что ты получаешь, ну, большой, как бы, обратную отдачу. То есть, когда ты там, знаешь, идешь на почту и получаешь письмо там с какой-нибудь там белорусской деревни, там, да, вот как Саныч, например, нам писал, и еще там до того, как он в армии был, или там получаешь письмо с Комсомольска на Амуре, короче, да, то есть, ну, какие-то такие безумные места, или там, ты там читаешь какой-нибудь журнал там крутой, и потом, оп, его издатель тебе пишет, и вы там начинаете переписываться. В эпоху до социальных сетей там и так далее, в общем, ну, это было хорошее средство коммуникации и нахождения каких-то, то есть там вплоть до того, что такие какие-то баталии велись там письмами, когда ты ждешь там месяц письмо из Хабаровска, чтобы ответить там с какими-то такими, ну, там, на какую-нибудь там провокационную вещь и так далее, и, в общем, вот так вот, такая, которая тянулась там, знаешь, по полгода, такие какие-то рубки. Существует масса, в принципе, интернет-фанзинов, которые там издаются там в прекрасном формате PDF, там, не знаю, которые выкачиваются, распечатываются или нет. Ну, во-вторых, как бы, ну, печатанная продукция, как-то, ну, трудно заменить печатную продукцию, как там, не знаю, лучше что-то потрогать руками, как бы, да, если это хорошо сделано, то это, в общем, есть желание держать на полке, есть желание перечитывать, и там вот есть парочку, здесь есть парочку, вот. Здесь вот есть такой вот лондонский фанзин Вуфа про музыку регги, грайм и дабстеп, вот, который издается там, в частности, там, ну, всякими крутыми блогерами, ну, и разными интересными людьми из Лондона, в частности, там, допустим, в одном из номеров там в эту тусовку входит писатель Стюарт Холл, который там написал всяких скандальных книжек типа «Отсосы Красного Города». Такими стандартными фанзинами я уже наелся в бытность своего издателем, обменщиком, держателем там дистрибьюции, и как бы, ну, журнал в стиле там интервью, там колонки, интервью, ксерокопия и какая-то, ну, там ерунда, но мне не интересно. Когда пришел интернет в Беларусь, то есть мы там тоже были все увлечены разные интернет-проекты, издания и так далее. Местами очень такие популярные. В общем, вот, да, вот собственно, после «Ребра жесткости», вот один из моих проектов, в котором я участвовал, был 35 Крилоров. Он как бы больше был не как там фанзин, а как какая-то платформа для общения, для новостей и для какой-то базы, в общем,
своего времени он, в общем, свою роль выполнил. Да, люди писали из таких мест, где вообще, казалось бы, жизни даже нет никакой. Вот раз, пожалуйста. Вот, и тут, ну, это я говорю, реально думала, что у нас будет такое вот что-то. Ну, правда, на этом все и, по-моему, как-то и все остановилось. Ну, был когда-то разговор такой, чтобы не делать каждому свой фанзин. Вот, например, в Минске там все, и Митрич, и Драга делал, и я там, и Даник, и Никита, короче, куча людей. А собраться, объединиться, сделать что-то такое, вот Максим Рок-н-ролл белорусский такой вот серьезный какой-то такой глобальный журнал. Ну, дальше разговоров, я сразу сказал, что это кончится тем, что нужно будет либо кому-то быть диктатором, то есть главным, стать главным и требовать со всех тогда вот координировать все. И тогда что-то будет назначать, там, ты идешь туда, ты идешь там в типографию, ты идешь там куда-то еще, ну, короче, вот людей обязывать чем-то. Вот. Ну, а это опять же расходится с каким-то, ну, DIY подходом. Парень на работе был, он, ну, как у нас называют, художник, но это правильнее сказать, есть такое бюро промышленной эстетики на предприятии. И вот я его попросил, чтобы он там задействовал какие-то свои знакомства, распечатать дом памятников. И вот он пошел к каким-то теткам в бухгалтерию или еще куда-то, там фи наделали, куда, в общем, распечатать. Вот. И когда я как раз сидел у него в кабинете, и когда тетка ему принесла эту пачку, она так шлепнула по столу этой пачкой. Говорит, да, Вова, я тебе была лучшего мнения. Иногда, да, вот эти выпученные глаза этих операторов на ксерокс, когда приходишь в какие-то копи-центры размножить. Вот. Ну, просто потом со временем как бы к одному какому-то прилипаешь к центру, потому что там цены устраивают, например, туда все ходят, и Мышь со своими, Грин и Саныч в одно место, так поэтому там уже нас воспринимают нормально. Пошел наксерил, нужно наксерил, ну, много, то есть там за сотни идет, конечно. А думаю, если бы я занимался этим часто и постоянно, то мог бы стать каким-нибудь Максим Рок-н-роллом, как я вот сейчас, если регулярно. Потому что, ну, на самом деле, люди, когда у человека, ну, что-то выходит регулярно, то есть, да, подсаживаются, уже потом отслеживают все, и оно расходится. А когда так вот делаешь, там, раз, потом через 2 года второй номер, про человека забывают, там, кто-то вспомнит, ну, там, 50 номеров разошлось и все. А заказывают украинцы и россияне заказывают. А белорусы вообще ничего. Вообще ничего. Здесь мне письмо еще даже пришел с почты, не достал. Какое-то письмо пришло. Возможно, что-то вот кто-то появился, какой-то новый человек. Ни разу не писал он мне. Что-то может быть. Ну, видишь? Вот так. А я ругаю белорусов. Вот видишь, все письмо. Город Пружаны, было 3 человека, вот оттуда как бы выплыли, они кое-что заказывали в дистро у меня. В общем, тоже интересно, вот 3 человека заказывают одни и те же позиции, то есть живут в одном подъезде, вот, ну, реально вот один дом, один адрес, вот, и заказывают одну и ту же, ну, одну позицию 3 раза. И потом они вот как бы созрели, конечно, там уже наслушались, начитались и стали делать сами фанзины. И у каждого был свой фанзин, то есть они каждый делали свой. Вот. И вот в первый номер они сделали какие-то такие разные, а во втором номере они друг у друга брали интервью, как у таких уже зинмейкеров. Вот. Такой прикол. Ну, на этом и закончилось, причем, по-моему, они после второго номера, короче, один парень еще какой-то ньюслеттер был, слепил, и на этом все закончилось. Все вокруг чем-то занимались, поэтому действительно хотелось чем-то заниматься тоже, так как петь я не умею, играть не умею, то решил, что я смогу вступить в журнал, тем более, что как бы вырезать, клеить и спрашивать о чем-то людей, задавать им какие-то вопросы. Вот. В сумме я как бы смог, и вроде как у меня получилось. Группа из Штатов, которая называется Millions of Dead Corps, вот, у них есть такой музыкант Дэйв Диктор, который как бы очень популярен в Штатах в плане своих каких-то высказываний, идей, вот таких моментов. Мы написали ему письмо благодаря Ольге Бартененко, такая девушка из Уручи, вот, она перевела его на английский язык, вот, о чем как бы очень важно сказать, потому что без многих людей просто ничего бы не получилось, вот, как без нее вот это интервью, вот, и много другое. Вот. И как бы ни на что абсолютно не рассчитывали, написали письмо.
Штаты. И буквально через месяц получили оттуда посылку вот, с полным ответом на все вопросы, что нас очень впечатлило. Есть друг у меня Максим, который нарисовал туда комиксы очень увлекательные. Вот, и вообще весь замысел журнала был черно-белой обложкой в том, что его можно просто разукрасить и иметь каждому уникальный журнал. Ну, журнал тоже шел замыслом антикопирайта, как и многие журналы тогда. И все, что оттуда кто-то мог для себя куда-то использовать, по крайней мере для своей головы, возможно, для каких-то еще других изданий, максимально приветствовал. Я думаю, что сейчас все-таки интернет более приоритетный в плане того, что молодежь, на которую, к сожалению, в основном ориентируются все эти музыкальные издания, даже не то, что музыкальные издания, а то, что, как бы, если посмотреть ситуацию на распространение журнала, то он распространяется в основном через концерты, а туда ходят, возможно, люди до 25 лет, вот старше 25 лет, но в основном не ходят. Но у всех у них, наверное, есть интернет-сайты и так далее и тому подобное. Что, возможно, когда-нибудь при помощи моих друзей, моих знакомых, можно будет что-то еще сделать. Вот. Никогда нельзя ни на чем останавливаться. Никогда не говори, что этот номер будет последним. Возможно, будет другой, почему бы нет. Да, сейчас здесь всякие разные магазины. Я даже не знаю, куда это все подевалось, почему их, наверное, просто закрыли и выгнали. Вот. А раньше была маленькая дистрибьюция, куда можно было принести свои журналы, кассеты каких-то групп. Первый зин, который я начал издавать, назывался «Дура». Мы издавали его вместе с моим другом Сашей Медведевым. Вот. Это было где-то 93-94 год. Зин вообще возник под уплывом, под воздействием, да? Рокового самиздата советского периода 80-х годов. То есть там «Контркультура», «Урлайт», это вот журналы, которые попадали к нам. Плюс еще польские зины, которые анархические попадали, например, «Мать порядка». Вот. Ну и как бы было решено, что есть общая культура, а есть субкультура. И как бы общая культура пытается навязывать нам какие-то ценности, которые по сущности не являются нашими ценностями. Для того, чтобы пропагандировать наш собственный взгляд, наши собственные ценности, нужно иметь собственные издания. Вот. Так появилась «Дура». Потом издавали в университете газету «Бунтуйма» называлась. Издавали зин, который назывался «Провокатор», которого издали один номер, 200 с чем-то экземпляров, из них 180 было изъято милицией на концерте, который полностью весь концерт завинтили тогда. Кто-то закидывал, помню, на крыши, куда-то там прятал, в подвал, куда только не девали. Там, говорю, 20 штук осталось, а всего было 200. Арестовали полностью концерт. Вот это популярность на самом деле. Назывался журнал «Быр». Пришло в голову вообще как-то случайно, и что-то как пришло, так и не ушло. Никакой смысловой нагрузки особой не было, просто какое-то негодование вызывало в то время очень сильно. Такой возраст, наверное, был, все вокруг так как-то, хотелось так очень, так все нехорошо. В сумме выпустил 4 номера, за что-то сейчас уже немного даже и стыдно. То есть, в принципе, считаю, что хорошо провел время, со многими людьми удалось познакомиться, многому научиться. В Гродно был рабочий гудок на то время, такой стебный журнал А4 формата с картинками, без какой-то смысловой нагрузки, то есть, чистый арт какой-то, причем скорее, наверное, анти-арт. Вот. Был «Кенгуру», который упоминал уже Стас. Борик, как назывался? Борин журнал. Не «Дезертир». Черт, точно, Борин сделал журнал. «Дезертир» он назывался. «Дезертир», да. Борин журнал «Дезертир». Я недавно думал делать зин. Знаю, Стасик тоже хотел делать зин. Не знаю, расскажет он про это или нет. Я так слухи просто дошли. У меня была мысль делать зин чисто какой-то более артовый. То есть что-то рисовать, что-то собирать, какие-то интервью людей, которые делают не обязательно какую-то четко осмысленную позицию, как когда-то там, зин без политики — это не зин. Для меня сейчас более интересно делать какой-то визуал.
визуал, который там, не знаю, приятно взять в руки, посмотреть, не обязательно, чтобы это была супер крутая печать, нет, ну нахер это. Что-то приятное глазам, потому что всю информацию, ну, уже все можно прочитать в интернете. Единственное, чем как раз вот сейчас может заниматься Зин, для меня, как и в прошлом, это должно быть самовыражение, в первую очередь. Джек, иди на место, а? Давай, пошел на место. Ого. Вот. И это самовыражение и то, что, с чего мы начинали. То есть каждая статья должна быть каким-то творчеством, то есть каждая статья, к статье должен быть художественный подход. Этим оно может отличаться от интернета, потому что в интернете в сумме в основном это новостное. Самоздат способствовал тому, что люди переписывались, то есть получить ЗИН из другого города можно было только почтой, то есть такой передачи другой не было. И была активная переписка, а так как в сумме марки на конверты в Россию стоят денег, то среди самоиздатчиков была изобретена замечательная фишка. Первое, это сплейбук и Зин, чувак меня научил. Первое, чему научили, это клеить тонкий скотч на марке, так чтобы этого не было видно. И потом, когда к тебе конверт приходит, ты снимаешь эту марку, вкладываешь обратно с письмом и отсылаешь обратно. И человек тогда, то есть не ограничивает деньгами то, чтобы тебе отправить обратно ответ. Да? Он смывает печать со скотча, клеит ее обратно на конверт, и она уходит. Потом белым клеем мазали марки, воском терли, с тем, чтобы только печать не ставилась на марке. У Митрича была марка, которая съездила, я не знаю, ну раз 100 она ко мне приезжала, она уже с трудом угадывалась. Понимаешь, то есть, ну, она уже пожелтела от того времени, которое она провела в дороге. Дмитрич с армии мне писал, делал самодельные конверты, и на один из конвертов даже свою фотографию наклеил. Там, знаешь, как на конвертах там какая-то херня, так вот там вот Дмитрич в военной форме. Слушай, а правда, что, блядь, ты Дмитричу косяки в армии слал? А не косяки, гильзу. Это не надо делать. Ну похуй, ну не важно. Я тоже в это дело включился. Для начала я, наверное, руководствовался самыми такими стереотипными наборами до того времени. Мне просто хотелось тоже делать ЗИН, так как его делают и все, чтобы просто у меня был какой-то свой ЗИН. Там, на самом деле, как мне кажется, не было ничего оригинального, то есть, вот, но со временем, после выхода еще нескольких номеров, ну, как мне кажется, он стал как более профессиональным для меня. Ну, принято уже говорить, что вот в Беларуси был ЗИН-бум, так называемый, где-то в 2000 по 2004 год. Вот, наверное, он все-таки был, потому что именно за эти там 3-4 года в Беларуси вышло столько ЗИНов, сколько не выходило, наверное, за все это время. Тогда ЗИНы выпускались абсолютно везде, потому что я тогда был полностью с головой этим всем поглощен. Я знал на тот момент, как мне кажется, абсолютно всех людей, которые что-то выпускали. У меня была очень большая сеть переписки. И на самом деле я был знаком с людьми не то что с каких-то маленьких городков, которых я не знал, даже с людьми из таких деревень, которые, как мне кажется, как мне тогда казалось, что живет как минимум, как максимум 10 человек, только и среди них есть один этот человек, который выпускает свой ЗИН. Вот. Ну, почтовая переписка настолько огромная, что буквально каждый день приходили какие-то письма, писали люди со всего мира, несмотря на то, что как бы, я не знал и до сих пор не знаю, в принципе, никаких иностранных языков. Мне кажется, что как бы, большинство белорусских ЗИНов всегда были как-то связаны с панк-хардкор культурой и так политизированы в меру того, чтобы не выходить за рамки панк-субкультуры. Вот. И как бы всегда, когда говорили про белорусские ЗИНы, по крайней мере во времена так называемого бума, говорили, что вот, классический белорусский ЗИН, это там, где интервью с какими-то как раз бандами и несколько пламенных статей с призывами там разгромить Макдональдс или еще что-то. Вот. Ну, а сейчас, мне кажется, ЗИНов намного меньше, но они какие-то более, что ли, продуманные. Есть какие-то просто чисто политизированные ЗИНы, есть немного панковские, но как-то более интересно это сделано, чем когда они выходили раньше. Вот. Но на самом деле их сейчас настолько мало, что говорить о какой-то тенденции или то сравнивать, говорить, что какая-то новая волна белорусского самоиздата там в таком-то стиле, мне кажется, не стоит. Ну, началось так, что как я интересовался ЗИНами, конечно, я их накапливался, я менялся, покупал, у меня была какая-то небольшая стопочка, которую я постоянно давал другим ребятам почитать, чтобы они как-то с этим тоже ознакомились, вливались во все это, то есть они как бы не лежали у меня дома, постоянно ходили по рукам. Вот, потом в какой-то определенный момент мне пришло в голову образовать из этого
может, такую маленькую библиотечку, чтобы это люди знали, что это именно не просто какие-то зимы у кого-то, а именно, что есть какая-то библиотечка, в которой можно что-то взять и почитать. Потом так называемая Минская анархобиблиотека, которая в свое время функционировала, ей перестали люди заниматься и предложили мне объединить ее с моей. И как бы после этого объединения она выросла практически в 2 раза. Вот, на данный момент она находится в Минске. Ну, дальнейшая судьба ее. Ну, пока вроде все нормально, но пока таким вопросом. Это уже не эти доходы творчести, не только. Есть целые номеры. Тут не только цукерки, тут вообще этикетки от бутылек, да, выпили. Спокойно, Костусь. А ще давай покажемо ендемічного критина з книги 34-го года. Ну, видать, базядова хвороба, ось наша Ну, гэта типа улюбленая. редакція, але... Так. Вось, ну, насамрэч, вось гэта ўвогуле было знойдзена, гэта рэальная паперка, знойдзеная на вуліцы. Вось, гэта каля школы. Сёння я ўстаў з бадуна, гэта вынікі таго, што было заўчора. Болей не буду з дружай я бухаць, лепей буду кефір у рот заліваць. Гэта дзеці напісалі. Ну так. Так, гэта калі я яшчэ на філфаку вучылася і калі мы вось з аднакурсніцамі гэта рабілі. Тут яны ў асноўным друкаваліся, гэтыя аднакурсніцы, а Віцю я тады яшчэ не ведала. Мае аднакурсніцы сказалі, што яны маюць аўтарскія правы на назву сельскае кладбішча, і колькі я не спрачалася, што гэтыя правы мае нават не Жуковскі, а нейкі Грэй, якога Жуковскі калісьці пераклаў, якога мы стырылі гэтую назву. Карацей, яны не паслухаліся, ну і мы вырашылі перакласці гэта яшчэ раз, Жуковскі з Грэем зрабіў. Голубака. Что такое голубака? Костусь не ведаю. Вот это новый зин вы находите. Но я так разумею, что тут мы гэтымі частками тела цікавіліся на самі. У яго вершы ёсць малюнкі. Мы дзіцячы нумар задумвалі, нават таксама рыхтавалі матэрыялы. Ён ужо і аўтар музыкі да фільма «Страказа» і ўвогуле шмат хто. Ну, а мы можам паказаць, што проста інтэрнэт мае насамрэч магчымасці даволі абмежаваныя. Ён не можа перадаць тое, што можна, скажам, памацаць, вось пагладзіць, тут расчасаць. Яшчэ, напрыклад, праз інтэрнэт нельга перадаць пахі. А мы пропитывали спецыяльнай эсэнцыяй. Вось, можна, напрыклад, Паховское пиво. да, вось можна півам. Дзякуй, Косця, за падказку прапітваць. Мы неяк выступалі вось там нашай рэдакцыйнай кампаніі ў адной школе, і там была настаўніца, ну, якая была такіх вось строгіх нораваў, вось, і сачыла, як бы мы там што не тое не сказалі. Ну, мы пусцілі па партах адзін з нумароў нашага часопіса. Так. І потым ён патрапіў да настаўніцы, і яна адклікала мяне за дзверы ў калідор, і яна пабачыла псеўданім аўтара «Узнік» і кажа: ну вось яго ж за нешта пасадзілі, а вы такіх друкуеце. По школе патруле маньяк педофил, усіх запрашає наведать спорткрыл. Да, это местный абориген. Давайте у него спросим интервью, что он думает про лицей. Да. А что он знает про FXF вообще? У нас сокращенный журнал называется FXF, Football X-Slice. Дима говорит, можно писать абсолютно про все, что хочешь. И даже про футбол, он говорит, даже про футбол. Ну так давай, хорошо, давай буду писать про футбол. Я пришел домой, у меня там пару идей каких-то появилось, основанных логически на таком замечательном издании, как «Новинки». В стёбном, то есть все было в таком стёбном виде. Высмеивали футбол, высмеивали все, что происходит в нашем спорте.
Дима посмеялся, Доля сказала, да, отлично, отлично, это эксклюзив. Передавали записки друг другу, я ему высылал свою какую-то статью, он потом это корректировал, писал мне, говорит, это нравится, это не нравится. Да, наш одноклассник тоже ведь помогал нам все. Еще был третий Степанель. Да, Леша был еще, Степанель. Он был загнанный на футбол, и когда я писал там про музыку, он в своем экземпляре, как так он был типа участник, он зачеркивал про музыку, он ненавидел все, что не связано с футболом. Вот туда мы бегали за прозболом. Вот там Союздрог, мы там покупали прозбол и черпали свои вдохновения с этой газеты. Все стёбные новости, когда Беларусь проиграла со счетом 32-0 какого-нибудь там, хоккей на поле, там, да, где-нибудь там в теннисе крупно проигрывал. Все, мы брали всю статистику оттуда. А теперь немного о грустном. А почему все развалилось? Давайте мы расскажем, почему все так пришло в такое состояние. Когда ты что-то делаешь, хочется, чтобы что-то возвращалось обратно. Потому что в любое, что ты делаешь, ты вкладываешь свою энергию, свои силы какие-то. И, например, когда мы делали журнал, только начинали, буквально там 3 номера первых, вот классно, отлично, назад шли, нам письма слали, нам говорили, что вот то клево, то не клево, там, давайте знакомиться, давайте дружить, хорошая движуха. А потом ты делаешь номер, и тебе вообще ничего не пишут, абсолютно. Мне, например, во многом именно поэтому и перехотелось сделать дальше журнал, потому что ничего от этого назад не получаешь. Зачем тогда это делать? Появился интернет, в интернете можно выкладывать те же рецензии, те же писать колонки, выкладывать туда свои мысли, не обязательно для этого использовать бумагу. А я, например, думаю, что все равно, если ты делаешь все хорошо для себя, то это тоже неплохо. Ты делаешь для себя, есть внутренний рост. Просто действительно нету фидбэка, не было, ничего, реальность не изменилась. То есть то, что ты спел песню, сделал зин, написал, сделал какую-то культурную деятельность, ничего не произошло. То есть нужно идти дальше с DIY, я понимаю. Нужно строить дома, ну, в кавычках. Просто совершать большие усилия и большие совершать проекты. То есть сделать зин какой-то там, 2 листика, это хорошо, но нужно идти дальше. Вот ты задаешь вопрос. Никаких. Да, на самом деле, почему у меня, не знаю, сколько лет назад, у меня перестал быть интересны зины. Как и делать, так и читать, потому что они все такие скучные. Пишут про одно и то же, читаешь рецензию, нифига не понимаешь, там куча замудренных слов, типа с припевы, хоровые подпевки, джуга-джуга гитара. И думаешь, ну понятно, ну никогда такой группы не услышу и не пойму. Но зато это просто стало таким сектантством, от которого я стал как бы далек, мне стали интереснее читать книжку. Что вы, молодые люди, хотите? Вот вегетарианских бутербродов у вас есть? Нет, у нас все с мясом. Вот он меня и обломал, вот такая жизнь. А что ты хочешь? Мясо дает силу и энергию. Меня называют Махном. Ну, зин я начал делать давно. Сначала был первый зин No Light, ну, больше был панк-хардкор, как бы. Я жил раньше в другом городе, в Бресте. Ну, и там не было зинов, я решил, что надо как-то поднять эту обстановку. Начал делать зин. Ну, для меня сейчас там многое наивно, как бы кажется, но как бы были хорошие интервью там, с интересными группами, то есть с Европы, там, из Америки. Ну, наивно, может, некоторые статьи какие-то такие о своем городе. Вот, там, в нашем городе там нет групп, там нет зинов, то есть, ну, как у всех, наверное. То есть рисунки были такие графические, то есть примитивные. Вот. Но они были связаны как бы с сатаной, с адом, с апокалипсисом. Вот. И есть какая-то борьба индивида в обществе, то есть, ну, показывается уродство общества, то есть войны там и всего прочего. Ну, как бы на этот зин повлияли, ну, во-первых, как бы хоррор-фильмы, то есть трэш-ужастики, повлияли другие художники, ну, как бы связано с таким апокалиптичным как бы искусством. Ну, вот, например, Здислав Бексинский, польский художник, его убили, кстати. Вот его рисунки, графика. То есть можно увидеть какое-то влияние. Ну, здесь такие, типа, как коллажи сделаны.
Это рисунок пастелью цветной. Вот это рассказы одного парня, такие шизовые. Если честно, то я вот экземпляры, я делал, вырезал, наклеил второй номер. То есть я его даже выкинул вообще. Ну, потому что он вообще как бы не было никому интересно. Из Витебска, да, там какие-то панки, то есть такие, которые более типа пургенообразные какие-то, да. То есть он выпустил зин, то есть похоже на I Love Zombie. То есть там тоже такие рисунки типа примитивные были. И он писал, что этот зин на меня повлиял. То есть был какой-то резонанс. Ну вот муж выпустил зин недавно, 6 номер. Как бы такой вот после застоя. А вот это японский зин мне подарили. Шизово вообще, одни иероглифы, ничего не понятно. Чисто рисунки посмотреть. Вот это Саныч зин. Это Саныч самый непосредственно. Пьет шампанское на обложке. Ну, сейчас на самом деле сталкиваешься с тем, что зины вообще не интересны многим людям. Наверное, интернет как бы поглотил все. Ну, по почте я был такой зин, ой, не зин, даже журнал Клёк. Не знаешь такой? Вот. Ну, там была рекламка коника контакта, там, ну, бумажный зин. Там, ну, я даже не знал тогда, что такое зин. Я просто прочитал там панк, что посвящается панк-хардкору, и я решил заказать у него. Вот. Отправил там 1000 или сколько он стоил тогда, может меньше, да. И он прислал, наверное, через 2 месяца, потому что он месяц был в отпуске, там я ему еще 2 письма написал, послал тебе 1000, а ты без ответа не ответа. Этот извинялся и мне прислал вообще еще какой-то автоном, еще когда он был на газетной бумаге такой. Вот. И куча флаеров такие, ну, 2 зина, как бы, и сам пакет был такой вот толстый, блин, с кучей я открыл там, блин, и как бы очутился в новом мире. Наверное, через неделю уже пошла мысль, чтобы сделать зин. Дима сухой такой был. Мы сделали первый дефект индустрии вдвоем. После этого, ну, как я его сделал, меня, может, через неделю забрали в армию. Ну, и я, кстати, собрал даже одно интервью, сделал в армии с гитаристом Селена, он как раз со мной служил. Он, короче, там дрался с дедами, там, короче, что они его ущемляли, он потом просто подходил с какой-нибудь дубиной, блин, и бил их ночью, когда он на ряде стоял. Не знаю, это мои бабушки, Сони, ножницы, которые она, наверное, мне их просто в наследство дала, чтобы я клеил зины. Продолжал, она там обрезала нитки, вязала мне носки. Теперь я режу и клею зины. Когда видишь макет, Дима перед собой уже сделанный, очень офигенное чувство. Чего-то сделанного, не потерянного. Первые номера многих как бы обломные, сделаны, не знаю, от первых впечатлений, и человек не понял свой стиль. Но большинство, наверное, и Беларуси, и России только выходило по 2 номера. Потом все спрыгивали, а кто делал после этого, ну, получались нормальные зины. Ну, сейчас меня вообще, не знаю, что-то затянулся. Я хочу делать, но у меня, блин, что-то nету огня в жопе. Impuls wysłany z otchłani mikroświata. Мою жизнь испортили
зины, которые были в начале 2000-х годов. Было очень много. В газете «Новинки» был такой вкладок «Черные новинки». Там был список всех зинов, существующих, так более-менее заметных и хороших в Беларуси. Там шел на концерт, бля, посмотрел все эти зины воочию, бля, ну и вот. Все так, один больше, другой меньше, но не все, но многие повлияли. Но. Если вы читаете Rebel Desire, то вы заметите, что там какая-то основная концепция этого журнала. Там, свой взгляд на панк-рок, на политику в панк-роке. И вот такая мысль всегда была у меня писать журнал, я не помню, когда у меня и как возникла. Факт в том, что она осуществилась. Говорю 100%, что он будет третий, четвертый, пятый, может. Ну, конкретных планов нет, но я знаю, что мы будем в этом участвовать, потому что, анализируя мои сегодняшние мысли с теми и сравнивая их с теми, что были в первом и втором номере, я вам скажу, что немножко будет другой зин, будет другой взгляд, будет другая писанина. И самоздат меняется в той степени, в какой меняются люди, его делающие. Люди, которые были молодые в то время, которые делают сейчас что-то, они по-любому это все меняется, потому что они становятся взрослее, они по-другому пишут. То есть нельзя, например, сравнивать Rebel Desire и там Don't Panic или Заебок тех времен. Это просто, были разные люди с разными мыслями в голове. Например, в коллективе Rebel Desire участвовало несколько человек, которые делали резину там, что и волны первой, самой белорусской, но не первой, там, после начала 2000-х. Мне нравится, когда в зинах работает коллектив, там, авторы разные, но все эти авторы на своей абсолютной волне, своими абсолютными интересами, даже некоторые взгляды у них крайне противоположные моменты, они как бы публикуются это в один журнал, и когда вот такая, получается такая солянка. Я люблю, когда зиму на одной определенной волне, не то, что там с одним загоном, а просто чтобы люди, если это панк-зим, чтобы люди там были панки. Они там набрали со всех, получается, потому что, была такая группа «Контур для контура». Они делали, когда они хотели печатать обложки, ни одна контора в Гродно не могла, не хотела, боялась только одной обложки, ничего не печатала. И через, сколько получается, лет 8 прихожу я тоже, я говорю сейчас про такие официальные как бы конторы, через знакомого, чтобы был вокруг цветной тираж, да, врубаешься, не просто так найти это сделать немецкий. Ну и когда я прихожу, показываю журнал, там все боятся, отказывают мне, я им плачу $1000, журнал, директор вызывает меня, говорит, это очень палево, больше к нам не приходи, я говорю, да почему палево, посмотрите, я ему рассказываю, он это пролистывает, говорит, окей, давай, еще 500, добавляй, и завтра с утра ты забираешь, отлично. То есть я говорю про то, что за 7 лет ситуация в Беларуси с созданием леворадикальной литературы не изменилась. Это, наверное, самое вообще ценное, что есть в создании зинов, когда уже все материалы написаны, все подготовлено, и начинается вот этот процесс вырезания, теряния постоянно кусочков текста, придумывания, дорисовывания какого-то. Но мне запомнилась больше всего критика после 4-го номера, потому что он был такой максимально отошедший от классических там DIY-панк тем, потому что там было про картографию много, еще про что-то. И как-то, мне кажется, его не особо приняли или восприняли те, кто нас знает, даже и те, кто читали предыдущие номера. И вот то, что меня больше всего задевало, это слово хипанство, потому что я себя так не позиционирую, мне скорее наоборот всячески неприятно, да, когда меня пытаются хиппи называть, потому что я не хиппи. И мне кажется, что даже, может быть, немножко из-за этого к 5-му номеру мы немножко ужесточили все содержание и оформление, чтобы нас больше не называли хиппи. А еще нас часто называют феминистским зином или girls зином, потому что мы девочки. На самом деле, там, конечно, есть феминистские темы, но... То есть не значит, что мы такой, нет, мы не феминистки, нет. То есть, мы феминистки, но у нас не феминистский зин. На самом деле, проблема в Беларуси, наверное, не стоит остро, потому что у нас сейчас очень мало зинов осталось, но в какой-нибудь той же Польше, например, разделена сцена на девчачью. Да, и
И такой, типа... И пацанская. Да, то есть есть Да. представление, что если это день за девочки, то там будут, не знаю, там про всякие там женские темы и так далее. И как бы и нормальным хардкор пацанам это неинтересно читать. Еще критика насчет языка. Да, это тоже важный момент. Но как бы на самом деле это открытый вопрос, потому что Зин двуязычный, на русском и на белорусском. Скандал из этого. Майя Райтенвард в рецензии написал, что, ну, как всегда, там крутой Зин, но половину, типа, я не смог прочитать, Да. потому что не понимаю. Ну и вот и сейчас это такой вопрос, потому что ну, непонятно, что делать. Например, если Зины на из Украины на украинском, я их читаю, у меня нет проблем, как бы, ну, я тоже на польском и на чешском пытаюсь читать. Да, то есть если есть желание, как бы все эти славянские языки, ну, все можно, в принципе, кажется, это же не литовский. Белорусская зин-сцена самая активная была с 2000 по 2003. Действительно, тогда доступа к интернету практически ни у кого не было, ну, точнее, он был очень ограниченный. И поэтому зины, которые, ну, у меня на слуху как легендарные там белорусские зины, я их там несколько лет назад все перечитывала и была, ну, действительно шокирована примитивностью, потому что, ну, сейчас, в принципе, на таком уровне писать не имеет смысла, потому что вся эта информация очень доступна, и делать для этого зин, ну, разве что человек очень-очень, он это в данный момент переживает, ему хочется этим делиться, я не знаю. Когда люди говорят, что с помощью зинов нельзя ничего интересного сказать, то есть у меня вопрос, а с помощью чего вы можете что-то сказать? Что вы делаете в том же, если вы ушли в интернет, что вы там делаете, кроме, не знаю, там, сообщений или стене ВКонтакте? Потому что с помощью интернета, я уже не говорю даже об интернетских зинах, ну, потому что я все-таки больше люблю важно, но можно сделать кучу проектов, которые именно там, не знаю, основаны на свободном программном обеспечении, на идее неиерархичного сообщества, на коллективности. И то есть есть очень много чего можно в интернете делать. Просто как бы факт то, что почти никто ничего не делает ни в бумажной форме, ни в электронной.